Добрый день, друзья! Рада снова видеть вас на своем канале. Сегодня мы отправляемся в город Нью-Йорк, но не в его шумный центр, а в одно из самых спокойных и необычных мест – на остров Рузвельта, который многие туристы часто обходят стороной. Этот узкий островок затаился в водах Ист-Ривер, прямо между Манхэттеном и Квинсом. Сегодня здесь царит тишина и уют, но так было не всегда. У этого места очень необычная, а местами и мрачная история. В XIX веке остров был изолированным центром, где город прятал тех, кого хотел скрыть с глаз долой. Здесь располагались огромные тюрьмы и печально известные больницы для душевнобольных. О том суровом прошлом сегодня напоминают лишь величественные руины, которые придают острову особый шарм и загадочность. Но сейчас это настоящий городской оазис. Нам особенно повезло, мы приехали в сезон цветения сакуры. Остров буквально утопает в бело-розовых цветах, и все вокруг выглядит по-настоящему сказочно на фоне строгих небоскребов. Сегодня мы пройдемся по самым живописным уголкам, насладимся лучшими видами на Манхэттен и, конечно, прокатимся на знаменитом красном трамвайчике прямо над рекой. Давайте же начнем нашу прогулку и посмотрим на Нью-Йорк с другой, совершенно непривычной стороны. Добраться до острова можно разными способами, но самый необычный и запоминающийся – это знаменитый воздушный трамвайчик Roosevelt Island Tramway. Посадка находится на Манхэттене на 59-й улице и 2-й авеню, рядом со станцией метро Лексингтон-авеню 59-я улица. Поездка занимает всего около 3-5 минут, но за это короткое время можно увидеть город совершенно другого ракурса. И самое приятное, что стоимость такая же, как и обычный проезд в метро. Это не просто транспорт, а настоящий аттракцион в городе. Кабинки движутся прямо над Ист-Ривер, и во время поездки открываются потрясающие виды на Манхэттен, небоскребы и реку. Кажется, будто ты буквально пролетаешь над Нью-Йорком. Помимо трамвайчика на остров также удобно добраться на метро, линия F. Остановка называется Roosevelt Island. Также на остров можно попасть через мост со стороны Квинса, поэтому сюда можно приехать на машине, такси или даже дойти пешком. Сегодня остров Рузвельта – это современный и достаточно престижный жилой район Нью-Йорка. Здесь живут люди, которые ценят более спокойный ритм жизни, но при этом хотят оставаться рядом с Манхэттеном. Интересно, что остров очень узкий и вытянутый, поэтому почти из любой его точки открываются виды либо на Манхэттен, либо на Квинс. Это создает ощущение, что ты постоянно находишься между двумя разными мирами – шумным мегаполисом и тихим жилым пространством. На острове есть жилые дома, школы, парки и вся необходимая инфраструктура. Здесь есть кафе, рестораны, прогулочные зоны и длинная набережная, по которой особенно приятно гулять утром или на закате. При этом здесь почти нет городского шума и суеты, поэтому атмосфера сильно отличается от остального Нью-Йорка. Еще одна интересная особенность – здесь почти нет машин, и передвижение в основном пешком, на велосипеде или автобусе. Поэтому остров ощущается более спокойным и европейским по ритму жизни, несмотря на то, что это все еще Нью-Йорк. Это место часто выбирают семьи и люди, которые хотят жить в более тихой и комфортной среде, но все еще быть в центре города. Именно поэтому сегодня остров выглядит как спокойный жилой район с очень приятной и размеренной атмосферой.
И что особенно делает остров популярным весной, это, конечно, цветение сакуры. Весной сюда специально приезжают не только туристы, но и сами жители Нью-Йорка, чтобы увидеть, как остров полностью преображается в розовое и белое цветочное пространство. Здесь действительно много разных видов цветущих деревьев, и они распускаются немного в разное время, поэтому сезон цветения растягивается на несколько недель. Сначала обычно зацветает белая сакура. Это так называемая вишня Сомэй Йошина с бело-розовыми нежными цветами. Она выглядит более спокойной и светлой и часто распускается чуть раньше остальных видов. Затем начинает цвести классическая розовая сакура, более насыщенная по цвету, густая и очень фотогеничная. Именно она создает тот самый розовый тоннель, который часто можно увидеть на фотографиях с острова. Основные аллеи сакуры расположены вдоль жилых улиц острова и в парках, особенно в центральной части и ближе к набережной, где деревья создают красивые цветущие коридоры для прогулок. На острове очень много сакуры. Эти деревья стали символом дружбы между США и Японией, уходящей корнями в начало XX века, когда Токио впервые подарил Вашингтону 1000 саженцев сакуры. Часть деревьев на острове была высажена в 2012 году в честь столетия того самого исторического подарка. С тех пор Нью-Йорк каждую весну превращается в одно из лучших мест в США для наблюдения за цветением сакуры, и остров Рузвельта – одно из самых атмосферных и менее туристических. В Японии есть особая традиция – ханами – искусство любования цветением сакуры. Это не просто про красоту, а про ощущение момента. Цветы распускаются всего на короткое время, а затем осыпаются, напоминая о быстротечности жизни. И, возможно, именно здесь, на фоне строгих небоскребов Манхэттена, этот смысл ощущается особенно остро. Когда розовые лепестки падают на дорожки, а ветер уносит их вдоль Ист-Ривер, понимаешь, почему японцы так ценят этот миг. На острове можно арендовать велосипед. Здесь работает удобная городская система проката City Bike. Станция расположена прямо на острове, поэтому взять велосипед можно буквально за пару минут. Садишься и отправляешься исследовать все вокруг. Остров небольшой, его легко объехать по кругу. На это идет всего около 30 минут, но впечатление остается гораздо больше. Здесь очень спокойное движение, почти нет машин и ехать максимально комфортно, а вокруг красивые виды на реку и Манхэттен. Мы направляемся к самой южной точке острова Рузвельт. По пути я заметила вот эту очаровательную березовую рощу.
Оказывается, это не просто декор, это часть проекта по созданию микролеса для поддержки местной экосистемы. Их высадили специально, чтобы увеличить биоразнообразие, создать естественную тень и очистить воздух. История острова Рузвельта – это путь от уединенного фермерского участка до острова ужасов и, наконец, до одного из самых спокойных и необычных жилых районов Нью-Йорка. Остров менял название чаще любого другого места в Нью-Йорке. Мини-Ханонг – так его называли коренные жители-индейцы племени Канарси. Боров остров – такое название ему дали голландцы, купившие остров в 1637 году и использовавшие его для разведения свиней. Остров Блэквелла. В 1686 году остров перешел к семье Блэквелл, которая владела им более 100 лет и занималась там фермерством. Их родовой дом 1796 года постройки сохранился до сих пор, и мы увидим его чуть позже. Перед нами мемориал FDR Hope. Именно здесь президент Франклин Рузвельт впервые открыто изображен в своем инвалидном кресле. В возрасте 39 лет он заболел полиомиелитом, из-за чего его ноги остались парализованными до конца жизни. При жизни он старался не показывать свою инвалидность на публике, но этот памятник честно рассказывает его историю. В 1828 году город Нью-Йорк выкупил остров, чтобы вынести за пределы Манхэттена нежелательные заведения, такие как тюрьмы, приюты и больницы. В 1830-х годах здесь открылась городская тюрьма и первая в США государственная психиатрическая больница с известной восьмиугольной башней «Октагон». Она находится в северной части острова, и ее мы увидим чуть позже. Перед нами руины госпиталя для больных оспой. Это здание, возведенное в середине XIX века по проекту Джеймса Ренвика-младшего, стало первой в США специализированной клиникой такого профиля. Построенный в стиле строгой неоготики из серого камня, сегодня госпиталь является уникальным историческим памятником. Это единственный объект в Нью-Йорке, официально занесенный в Национальный реестр исторических мест именно в статусе руин. Прямо у стен госпиталя находится уникальный приют, о котором знают далеко не все туристы. Сегодня я расскажу вам историю пушистых хранителей острова Рузвельта. Кошки жили здесь уже много лет и постепенно стали частью этого места. Со временем местные жители начали обращать на них больше внимания и помогать им. Так это небольшое сообщество постепенно выросло в организованный приют. С тех пор это уже не просто колония бездомных животных, а целое сообщество с медицинским уходом и безопасной средой. Волонтеры отлавливают кошек, стерилизуют их, лечат и возвращают обратно в привычную среду. А если кошка оказывается ручной и доверяет людям, ей находят постоянный дом и новую семью. Сегодня на острове есть несколько таких колоний. Зайти внутрь нельзя, чтобы не тревожить животных, но каждого можно увидеть через ограждение. У них есть утепленные домики, регулярное питание и, возможно, один из самых красивых видов на Нью-Йорк. Оставив пушистых хранителей и руины госпиталя позади, мы идем к самому краю острова, его южной оконечности. Это место – парк 4 свобод. Его спроектировал великий архитектор Луис Кан как символ надежды и гуманизма. Первое, что нас встречает, это монументальная белая лестница шириной 30 метров. Когда ты поднимаешься по ней, кажется, что ты уходишь от земли прямо в небо. На вершине лестницы открывается треугольный сад с липами, который ведет к комнате под открытым небом. Прямо на огромных гранитных блоках высечены те самые слова из речи Рузвельта 1941 года. Это 4 фундаментальные свободы, на которых должен строиться мир. Свобода слова, свобода вероисповедания, свобода нужды и свобода от страха. Именно здесь особенно хорошо видно Манхэттен и район Квинс на противоположной стороне. А если взглянуть правее, вдоль берега, в сторону Лонг-Айленд-Сити,
то вдалеке можно увидеть неоновую вывеску Pepsi Cola. Это один из символов этого района и напоминание о промышленном прошлом Нью-Йорка. Ну что же, давайте продолжим исследовать остров. От мемориала Четырех Свобод мы идем через South Point Park. Это очень открытый и спокойный парк. Здесь широкие дорожки, зеленые лужайки и постоянный вид на Манхэттен через воду. Кажется, что время здесь замедляется, можно просто идти, смотреть на реку и никуда не спешить. Мы проходим через парк, и постепенно атмосфера начинает меняться. Природа и тишина остаются позади, и впереди появляются современные здания университетского кампуса Cornell Tech. Главное здание кампуса, Bloomberg-центр, поражает своей архитектурой. Оно построено с маниакальным вниманием к экологии. Фасад покрыт специальными панелями с перфорацией, которые регулируют температуру, а на крыше установлена гигантская корона из 1500 панелей. Здание спроектировано так, чтобы производить столько же энергии, сколько оно потребляет. Рядом находится жилой комплекс для студентов и профессоров, который считается самым высоким пассивным домом в мире. Благодаря уникальной теплоизоляции он практически не требует отопления, работая по принципу огромного высокотехнологичного термоса. Весь кампус пронизан сетью геотермальных скважин, уходящих на 120 метров под землю, чтобы использовать тепло самой планеты. Здесь все устроено для того, чтобы люди могли жить, учиться и создавать технологии будущего в одном едином экологически чистом пространстве. Вы наверняка уже заметили этот мост, который часто мелькает в кадрах над островом. Это Queensboro Bridge. Если вам кажется, что вы его где-то видели, то вам не кажется. Это настоящая кинозвезда Нью-Йорка. Вспомните кадр из «Великого Гэтсби», где герои едут в желтом автомобиле в город диких обещаний. Или сцену битвы Человека-паука с зеленым гоблином. Или знаменитый постер фильма «Манхэттен» Вуди Аллена со скамейкой на фоне его стальных пролетов. Все это он, Queensboro Bridge. Мост соединяет Манхэттен и Квинс и проходит прямо над Ист-Ривер, буквально нависая над островом Рузвельта. Интересный факт: когда мост открыли в 1909 году, попасть на остров Рузвельта с него можно было только на лифте. Прямо на конструкции моста работала система подъемников, которая спускала вниз не только людей, но и автомобили и даже троллейбусы. Эта система существовала десятилетиями и была демонтирована только в 70-х годах, когда остров начал превращаться в жилой район. У моста есть и народное название – мост 59-й улицы. Именно так его упоминает Пол Саймон в песне «Feeling Groovy». Сегодня по его двум уровням ежедневно проносятся десятки тысяч автомобилей.
а под ним проходят лодки и паромы, создавая тот самый непрерывный ритм города. И когда ты находишься на острове Рузвельта, он ощущается не просто как мост, а как огромная стальная конструкция, которая буквально держит часть Нью-Йорка над водой. Как я уже упомянула ранее, остров Рузвельта раньше назывался остров Блэквелл, и связано это с семьей Блэквелл, которая владела этой землей еще в XVII веке. Они были одними из первых частных владельцев острова в Нью-Йорке. Все началось в 1686 году, когда Роберт Блэквелл женился на Мэри Меннингем, чей отчим владел этой землей. Так остров перешел Блэквеллам на целых 5 поколений. В те времена здесь не было небоскребов. Это была огромная ферма с фруктовыми садами, пастбищами для скота и даже собственными каменоломнями. Блэквеллы жили здесь в уединении, пока вокруг рос и шумел молодой Нью-Йорк. Мы подходим к самому старому зданию на острове – Blackwell House. Его построил Джеймс Блэквелл в 1796 году. Забавно, но этого дома могло и не быть. После революции семья столкнулась с долгами и пыталась продать остров. В газете 1784 года даже висело объявление «Продается остров с садами и сидродельней». Но покупателя так не нашлось. Дела пошли в гору, и Джеймс возвел этот уютный особняк. Это единственное здание на острове, которое осталось с тех времен, когда земля была частной собственностью. Только в 1828 году город выкупил остров у Блэквеллов за $32 500. После того, как Блэквеллы уехали, здесь жили смотрители тюрем и больниц, которые позже заполонили остров. В середине XX века дом был почти разрушен и заброшен, но его восстановили, и теперь это настоящий портал в прошлое. После того, как город выкупил остров, фермерская идиллия здесь закончилась, и началось строительство приютов, больниц и тюрем. И как раз на пути к этим учреждениям появилось здание, которое должно было дарить утешение тем, кто здесь оказался не по своей воле. Мы проходим чуть дальше по Мейн-стрит, и перед нами открывается совсем другой архитектурный силуэт. Это часовня Доброго Пастыря. Эта церковь – настоящая архитектурная жемчужина. Ее построили в 1888 году, почти через 100 лет после дома Блэквеллов. Если дом был символом частного богатства, то часовня стала символом милосердия. Ее возвели специально для обитателей ближайшего приюта для бедных. В те годы на острове жили тысячи стариков, больных и неимущих, и эта церковь была их главным духовным убежищем. Раньше у церкви было 2 отдельных входа для мужчин и для женщин, так как в приютах того времени жили они строго раздельно. После того, как старые больницы закрылись, церковь долго стояла заброшенной. Но в 1970-х годах остров начали превращать в жилой район, и ее восстановили. Сейчас это общественный центр. Здесь проводят службы представители разных конфессий, устраивают концерты и собрания жителей. В XIX веке этот остров был настоящим городом изгоев. Но самое страшное происходило в приюте для бедных, который находился совсем рядом с часовней. Город свозил сюда тех, кто остался ни с чем – коллег, ослепших рабочих, брошенных стариков. Журналисты того времени писали, что на острове процветала коррупция. Еду, предназначенную для больных, часто воровали надзиратели, а врачи ставили на пациентах эксперименты. Это было место, где грань между наказанием и лечением полностью стиралась. Даже когда остров переименовали в остров благополучия, его репутация оставалась пугающей.
Это было место изоляции. Если ты попал сюда, город вычеркивал тебя из жизни. Давайте на минуточку отвлечемся от мрачной истории острова и посмотрим на эти любопытные фигурки, которые показываются из реки. Эта необычная арт-инсталляция называется «Брак денег и недвижимости». Название говорит само за себя, особенно здесь, в Нью-Йорке. Посмотрите внимательно, здесь буквально оживают карикатуры. Это такая ироничная аллегория на то, как в этом городе капитал и жилье неразрывно связаны с друг другом. Автор специально расположил их так, чтобы на фоне всегда были видны небоскребы Манхэттена. Это напоминание о том, что Нью-Йорк – город вечной погони за успехом, где даже искусство умеет по-доброму посмеяться над жадностью и амбициями. Мы продолжаем наш путь на север острова. И посмотрите, какое милое здание мы проходим. Это место получило название «Святилище». Раньше это была небольшая церковь, а сегодня одно из самых романтичных мест на острове, где часто проводят свадьбы. Удивительно видеть здесь счастливых и веселящихся людей, учитывая, что всего в нескольких шагах отсюда начинается территория с совсем другой пугающей энергетикой. Мы направляемся к одному из самых загадочных зданий Нью-Йорка – легендарному Октагону. Вот он, тот самый восьмиугольник. Трудно поверить, но в 1839 году это здание стало входом в первую в США муниципальную психиатрическую больницу. Башня была частью огромного комплекса, который задумывался как место лечения для людей с психическими отклонениями. Но реальность оказалась совсем другой. Больница была переполнена, а пациенты жили в тяжелых условиях. Холод, голод и жестокое обращение стали нормой. В 1887 году сюда под прикрытием попала журналистка Нелли Блай. Она провела здесь 10 дней и после этого опубликовала разоблачение, которое потрясло общество и привело к реформам. Со временем здание пришло в упадок, пережило пожары и на долгие годы оказалось заброшенным. После реставрации в 2006 году башня стала частью жилого комплекса. И до сих пор остается вопрос, каково это жить вместе с такой историей. Совсем рядом находится еще один приют для кошек. Он намного меньше того, что мы видели в южной части острова. Как рассказал парень, который сегодня присматривает за котиками, у волонтеров здесь свое расписание. Каждый приходит в свою смену, чтобы убирать, кормить и следить за их состоянием. Сейчас в этом приюте живут всего 2 котика. Но вот этот черный пушистик уже нашел себе новых хозяев и совсем скоро переедет в новую семью. Мы уже совсем близко к самой северной точке острова. Чувствуете, как здесь меняется атмосфера? Здесь становится тише, а ветер с воды напоминает о том, насколько это место обособлено от суеты большого города. Этот остров вообще удивителен. Он словно хранит в себе тысячи историй, от тех, что связаны с медициной и непростыми судьбами людей, до современных примеров доброты, как тот маленький приют, что мы только что прошли. И где-то впереди уже начинает появляться то место, ради которого многие доходят до самой северной точки острова. На самом краю острова находится старый маяк.
Он был построен в 1872 году и когда-то служил ориентиром для судов, проходящих по Ист-Ривер. В те времена движение здесь было гораздо активнее, и маяк помогал безопасно проходить этот участок воды. Но у него есть одна необычная деталь. Говорят, что его построил заключенный с острова. В то время здесь находилась тюрьма, и заключенных часто привлекали к строительству. Именно здесь находится мемориал The Girl Puzzle, посвященный журналистке Нелли Блай. Посмотрите на эти огромные лица из зеркальной стали. Это и есть пазл девушки. Автор памятника показала, что судьба женщины часто разбита на осколки из-за жизненных трудностей, но каждый такой осколок – часть сильной личности. Проходя мимо них, вы видите в зеркальной поверхности свое отражение. Это напоминание о том, что за любым диагнозом или тяжелой судьбой всегда стоит человек, достойный уважения и света, который символизирует этот старый маяк. Сам маяк небольшой, но очень выразительный. Каменная башня с зубчатым верхом больше похожа на часть старинного замка, чем на классический маяк. Со временем он утратил свою функцию и долгое время стоял заброшенным, а уже в 20 веке его отреставрировали, и сегодня он стал историческим символом острова. Ну что же, давайте подведем итоги нашей прогулки по острову Рузвельта. Этот остров с очень непростой историей, местами тяжелой, печальной и даже немного жуткой. Когда-то это было место изоляции, куда попадали те, о ком общество предпочитало забыть. Но сегодня остров полностью изменился. Он стал одним из самых спокойных и даже престижных районов Нью-Йорка. Здесь удивительно сочетаются история и современность. С одной стороны прошлое, которое до сих пор ощущается, а с другой уют, тишина и размеренная жизнь. И, конечно же, его расположение, просто идеальное. Вокруг вода, виды на Манхэттен и Квинс, и при этом ощущение, будто ты далеко от городской суеты. А весной остров особенно красив. Цветение сакуры превращает его в настоящее место силы и уюта. Это одно из тех мест, куда хочется возвращаться снова и снова. Друзья, спасибо большое, что прогулялись со мной по этому острову. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне снимать для вас. Если понравилось видео, поддержите его лайком, напишите комментарий и отправьте его тем, кто любит такие места. И не забывайте подписываться, дальше будет еще больше путешествий. До встречи!